Всем привет! Это Илья Варламов. Сегодня мы расскажем, как у петербуржцев украли их голоса и их депутатов. Сколько? 33 пиши. Без объявления результатов, выдачи протоколов сбежали с избирательного участка. Товарищ полицейский, почему вы потакаете правонарушению? Ребята, вы куда убегаете? Позорище! Я понимаю, все устали уже про видео о фальсификациях, о нарушениях на выборах, и они уже начинают выглядеть как белый шум и уже перестают возмущать. Друзья, на это и расчет жуликов. Они думают, что мы все привыкнем, и мы начнем относиться к этому беспределу как к чему-то нормальному. Но это ненормально. Поэтому я опять прошу вас посмотреть, что происходило на муниципальных выборах в Петербурге. Максим Кац расскажет о самых вопиющих нарушениях и о том беспределе, который там происходил и до сих пор происходит. Начнем с округа «Московская застава». Нашу команду тут выбрали, несмотря на то, что регистрацию они получили лишь за 6 дней до выборов. Это очень либеральный округ, тут голосуют за Яблоко и за урбанистов. У нас получилось 10 мандатов. Это половина всего совета. Однако власти, когда увидели, что мы все выигрываем, решили все поменять. Комиссия тупо взяла бюллетени и сбежала. Вот прям посмотрите, это попало на видео. Вот они считают и раскладывают бюллетени, потом берут в охапку и убегают. Офигевшие кандидаты и наблюдатели, которые вон там сидят на скамеечке, заметили, бегут за комиссией, но она вместе с бюллетенями просто садится в машину с какими-то бандюками, и все уезжают. Ребята, вы куда убегаете? Позорище! Офигеть, просто позорище! Через несколько часов они вернулись, но бюллетени были уже другими в мешке. На этом участке, как и на одном соседнем, где то же самое произошло, вдруг резко выше оказались результаты за «Единую Россию». В результате этой фальсификации вместо 2 отличных наших депутатов прошли единороссы. В другом округе Московской заставы поступили иначе. Они зафиксировали результаты и даже ввели их в газвыборы. Не было достаточно лояльной комиссии. 3 мандата у Яблока. Но потом через 3 дня передумали и решили устроить пересчет бюллетеней. Ненадлежащим исполнением по 6-й избирательной комиссии 1290 нашего решения. Мы усомнились в правильности подсчета. Комиссия, понимаете ли, усомнилась в правильности подсчета. В итоге минус 2 мандата у Яблока. Пересчитывать пришлось дважды. Первый раз пересчитали и недостаточно вбросили. Ну так пересчитали в 3-й раз. Таким образом, 9 из 10 мандатов в округе Московская застава перешло в пользу «Единой России». Это именно прямая кража. То есть люди проголосовали, никакие админресурсы не помогли, никакие солдаты, ничего это не помогло, все равно за нас проголосовало больше. Но взяли и тупо подменили в мешках бюллетени на другие, якобы пересчитали их, и мандаты попали к «Единой России». Вот смотрите, вот такими были бы результаты в первом округе при честном подсчете, а такие они после подсчета подмененных бюллетеней. Вот результаты второго округа. Там вообще 4 Яблоко проходила, пока не посчитали аномальный участок, где тоже председатель убегал с бюллетенями непонятно куда. Вот 3-й округ, где проходило 3 кандидата от Яблока, но в результате пересчета через 3 дня оказалось, что проходит теперь 1 еле-еле с последнего места. Еще один округ — Остров Декабристов. Там мы выиграли большинство, 6 мандатов из 10. 7-й мандат взял самовыдвиженец, и в итоге у «Единой России» не было даже блок-пакета. Она не могла никак влиять на принятие бюджета или выборы главы. Но результаты сфальсифицировали. Мандата лишилась, например, Александра Лобовикова. Сейчас 2 часа ночи, и только что у меня украли депутатский мандат. Сначала у нас на острове Декабристов обнаружились бюллетени с браком, еле заметной точкой, которая каибами считывалась как голос за «Единую Россию». И после пересчета на 4 УИКах обнаружилось, что я на самом деле выигрываю. Комиссия увидела, что пахнет керосином, убежала на 3 дня, спрятав бюллетени в подвале местной администрации. Через 3 дня решили все же провести ручной пересчет остальных бюллетеней. И вдруг обнаружилось, что каибы не замечали сотни и сотни галочек за «Единую Россию». Огромное количество галочек, которые были проставлены, почему-то автоматические системы не заметили. Невооруженным глазом было видно, что галочки доставлены в бюллетени не избирателями. Вот, например, смотрите, тут избиратель вычеркнул тех, за кого не голосовал. И смотрите, стоит 2 галочки за вычеркнутых кандидатов. И они отличаются от галочки, которую поставил избиратель. Вот еще пример. Бюллетень, где явно видно, что другой рукой проставлены галочки. Есть даже случаи, когда галочки поставлены другой ручкой. Или тут плюсики, а там галочки. При пересчете действительно были бюллетени, в которых 3 галочки одного цвета, 2 галочки другого цвета. Поздно поменялась ручка или что?
Или 3 галочки поставил, кончилась паста? Так не бывает. Например, здесь галочка именно ставится, обычным. А у Погосяна очень часто подкова. Вот именно подкова. Подкову я встречаю уже раз 3-4 точно. Барканов, который поставлена обычная галочка. Галилеев, обычная галочка. И дальше идет Единая Россия. Подкова, подкова. Половина комиссии отказалась голосовать за такие результаты. Но вторая половина решила проголосовать. В итоге 3 наших депутата потеряли мандаты. Выбранные депутаты, за которых проголосовали люди. Еще один пример – округ Коломна. Тут был избран депутатом главный архитектор всех наших проектов штаба преображения Петербурга Алексей Арушанян. Вы могли видеть эти проекты, Варламов их показывал. Однако у власти стояла задача во что бы то ни стало провести в депутаты мать вице-спикера законодательного собрания. И они тупо переписали протокол. Убрали 100 голосов у Алексея и дописали 100 голосов ей. Подсчет шел очень тяжело, максимально его затягивали, пытались запретить видеосъемку. У нас заседание по подсчету голосов. Скрываем. Я показываю, оглашаю. Елена Викторовна, демонстрируйте, пожалуйста, нормально отметки. Пожалуйста, Я ничего. один. Вот все, хорошо, мне надо зафиксировать, понимаете, полсекунды. Арушанян, Егорова. Может, вы отойдете, а? Нет. Слишком близко ко мне стоите. Слишком близко в том смысле, что видно. Но вот на подсчете четко видно, что стоит 133 голоса за Арушаняна. Но смотрите, отказывается председатель ввести в увеличенную форму протокола 133 и говорит: вводи 33, прямо настаивает. Арушанян 33. Сколько? 130. 33 пиши. 135. Пиши. У нас Как было Фальсификация! Несмотря на то, что человек отказывается вписывать, его все равно заставляет, она отбирает ручку и вписывает потом сама. Товарищ полицейский, пожалуйста, это сейчас идет правонарушение, нарушение ФЗ, пожалуйста, проявите его, или придется нам. 100 голосов набрали. В день подсчета голосов на 11-м участке председатель с заместителем, секретарем, без объявления результатов, выдачи протоколов, просто свалив все документы в одну кучу, сбежали с избирательного участка. Кандидат в муниципальный депутат Столяров совершает подлог вместе с председателем, вводя в неизвестное направление мешки для голосования. Товарищ полицейский, почему вы потакаете правонарушению и в прерывании избирательного законодательства позволяете увозить? Вы не можете, не завершилось голосование, процедура не завершена. Председатель не принял нужные меры. А на следующий день на сайте Газвыборов были опубликованы результаты, где у меня вместо набранных 133 голосов было написано 33, а у Киселева вместо набранных 112 приписано 212 голосов. Таким образом, я с 3-й строчки сместился на 6-ю непроходную, а она с 6-й поднялась на 5-ю. Вообще, по всему городу наблюдалась ситуация с аномально высоким голосованием за Единой России на одном из участков в округе. Вот, например, смотрите, Семеновская. Там выбрали 5 депутатов от Яблока, но на одном участке перед подсчетом подменили бюллетени. Залез человек через окно и вынул из сейфа реальные и положил другие. И оказалось, что именно на этом участке аномальное голосование за Единую Россию. Посмотрите, или вот округ Самсоньевский. Угадайте, на каком участке здесь была подмена бюллетеней. Конечно, по всем этим случаям и по многим другим мы будем подавать иски в суд на отмену выборов на этих избирательных участках. В большинстве случаев, если отменить один участок, где бюллетени были подменены и были грубейшие нарушения процедуры подсчета, например, нарушение непрерывности. По закону, как вывалили из урны, надо все время считать и не останавливаться. А когда ты остановился на 3 дня и посчитал потом другие бюллетени или другие поставленные галочки, то это также нельзя. Если суды отменят все эти избирательные участки, то мы получим 25 дополнительных мандатов. Все эти иски будут поданы на этой неделе, и вы узнаете о том, как идет дело, из моего твиттера. Можете, кстати, подписываться. Хочу показать вам несколько примеров людей, которых выбрали петербуржцы депутатами, но они ими могут не стать из-за этих фальсификаций. Просто чтобы вы поняли, о ком речь. Вот смотрите, Евгения Федорова могла бы стать депутатом в округе Волковская. Всю жизнь живет в округе и училась в школе в округе, закончила юридический факультет политеха и работает юристом. Отлично бы получился депутат, понятно, почему ее выбрали. Или вот Анна Кузнецова, главный бухгалтер в коммерческой организации. Анна мать ребенка и живет в округе Московская застава и хотела заниматься улучшением этого округа и вообще Петербурга, она занимается экологией. Григорий Кузьмин, инженер-программист. Вообще много программистов от нас избиралось, и многие избрались. Люди любят инженеров, вот Григорий инженер по образованию.
образованию, ему нравится инженерный подход в деле, расчет и точность. Он писал об этом в листовках, и, конечно, его избрали. Екатерина Сапрыкина закончила вуз по психологическому направлению, а потом пошла получать второе образование по дизайну архитектурной среды. Вот ее избрали депутатом Московской заставы, но мандат собираются тоже забрать. Иван Стариков, программист Яндекса, был избран депутатом в округе номер 7 Васильевского острова. Вот он о себе пишет: закончил политех с красным дипломом, работает в IT-сфере, интересуется научным подходом в благоустройстве городов. У всех этих людей хотят забрать мандаты. Посмотрим, что решит суд и как отнесется к этому всему Центральная избирательная комиссия. Это нарушения абсолютно очевидные. В Петербурге происходило много других нарушений, менее очевидных. Это как карусели, так и административное голосование, подкуп избирателей. Но все это не помогло. Так много людей пришло голосовать за наших кандидатов, что они все равно избрались. И вот такие нарушения, как подмена бюллетеней в мешке и потом их пересчет, это уж должно быть отменено. Посмотрим, как отреагирует и Элла Памфилова, и Центральная избирательная комиссия, и наша судебная система. Я надеюсь, вы возмущены так же, как возмущен я. Я прошу вас распространить это видео. Пожалуйста, покажите ему своим знакомым, покажите, если у вас кто-то живет в Петербурге, друзья, родственники, коллеги, расшарьте этот ролик в своих соцсетях, напишите комменты, давайте выведем это в топ, потому что, это просто какой-то вопиющий беспредел. По-моему, ни в одном регионе России такого, что происходит в Петербурге, уже давно нету. И надо с этим, конечно, что-то делать. Мы будем бороться в судах. Вы можете помочь, распространяя это видео, ставьте ему лайк, пишите комментарии. Вы знаете, что делать. Всем спасибо, увидимся завтра в новом ролике.